Добрый день. Сегодняшняя тема – это оценка упущенных продаж в компании из-за отсутствия товаров в магазине. Это одна из самых злободневных на сегодняшний день тем. А, Оценивать мы в нашем примере будем на базе последнего нашего решения, реализованных на BI-платформе ClickSense. Сейчас мы с вами видим ключевую панель управления. Ее задача сравнения показателей с прошлым годом, либо прошлым месяцем, либо годом минус 2. Соответственно, у нас вынесены ключевые показатели эффективности компании, коммерческие показатели эффективности компании на лицевую панель управления. Здесь и продажи, наценка, и процент наценки, и оборачиваемость, и остатки. И как раз то, о чем пойдет сейчас речь, процент out of стоков и упущенная прибыль. Последние 4 показателя, безусловно, очень хорошо характеризуют эффективность управления нашими товарными запасами, насколько качественно и своевременно успевает реагировать автозаказ, насколько качественно мы ведем нашу с вами ассортиментную матрицу, да, и, собственно говоря, про них сегодня и будет речь. Давайте включим процент аутостока, и мы видим, что в сравнении с прошлым годом, если начало года мы очень хорошо боролись, и наша представленность товара в магазинах по сравнению с прошлым годом была более лучше, да, то к концу года, к сожалению, наши показатели съехали, и последний сентябрь и октябрь месяц наша представленность в магазинах стала намного хуже. В абсолютных величинах можем пролистать и посмотреть. В последние месяца у нас оборачиваемость 15%, out of stock с 15% поднялся до 19%, что достаточно является большим показателем. В разрезе магазинов мы также имеем возможность оценить процент out of stock, у кого он больше, у кого он меньше, у кого он вырос, у кого он не вырос по сравнению с прошлым годом, и у кого он больше и меньше в абсолютной величине. Безусловно, переключение в упущенную прибыль дает нам понимание, какие из магазинов являются лидерами по упущенной прибыли, и как они себя чувствуют по отношению к прошлому году, компания в целом в динамике с прошлым годом, ну и в абсолютных величинах, что же у нас происходит с упущенной прибылью, мы также можем оценить. Для более детального анализа, для разбора ситуации, для понимания, где и в какой момент мы потеряли деньги, да, у нас разработан отдельный инструмент, называется упущенная прибыль в разрезе наших товарных единиц, да, и мы имеем возможность в разрезе, за март месяц, к примеру, в разрезе наших категорийных менеджеров оценить объем упущенной прибыли. Сразу видим трех аутсайдеров по этому показателю. Мы видим по каждому из категорийных менеджеров процент аутостока. И чуть позже более детально разберем, как он считается, размер упущенной прибыли, и тоже я об этом расскажу. Основные показатели: продажи за март месяц, остатки по состоянию на вчера. Во всех наших проектах мы добиваемся, чтобы сегодня к 9 часам утра, к началу рабочего дня, вы имели информацию о всех вчерашних продажах и остатках на вчерашний вечер. Соответственно, количество проданного товара, информация по наценке. Ну и вот у меня в сером столбце выведен показатель оборачиваемости, который характеризует, насколько каждый из КМов активно или качественно управляет доверенным ему рабочим капиталом. Выбирая любого из категорийных менеджеров, я проваливаюсь на уровень его товарных групп, понимая, какие из товарных групп мне приносят наибольший либо out of stock, либо упущенную прибыль. Я вижу, что это вина. Проваливаюсь еще на уровень подгрупп. Вижу, что у меня лидируют, как ни странно, не вина, которые являются импортными, да, именно вина России. Выбирая их, я имею возможность, ну, понятно, что внедрялся эгоиз, возможно, с этим это наложило свои какие-то отпечатки. Я проваливаюсь до уровня товарных позиций, подсортирую их по убыванию продаж, вижу самую топовую позицию, у нее аутосток составил 27%, имею возможность ее отобрать и получить картинку следующую. Во-первых, я вижу, где, в каких магазинах я потерял наибольший процент аутостока, как это упущенную прибыль, как упущенная прибыль распределилась по моим территориальным дивизионам, как вообще я управлял данной позицией в целом по компании. Я вижу, когда у меня были приходы, да, данного товара, и почему-то вот там было аж 3 штуки, 3 раза приходил товар, к сожалению, практически без продаж. Да, и когда у меня, собственно говоря, синяя линия, когда у меня стартовали продажи вот стартовали, мы видим, 17 марта. Причем праздники у нас были, помним, 8-9 марта.
Видим, что магазины отсортированы по убыванию продаж. У нас магазин третий по уровню продаж, имеет аутосток 32%, и с ним попробуем разобраться, где и когда у нас, собственно говоря, это произошло. Вот, я выбрал данный магазин. Таблично у меня показывается история матричности данного товара, то есть все дни товар был в ассортиментной матрице, и мы это видим. Я вижу динамику остатков по дням в таблице, я вижу динамику количества проданного товара по дням, и я вижу торговые дни, которые, собственно говоря, при помощи которых мы считаем аутосток. То есть, если товар был на остатке, единичка. Если товара не было на остатке и не было продаж, то мы считаем, что это аутосток. Да, и, собственно говоря, на основании этих данных считаем упущенную прибыль. Давайте посмотрим на графике. На графике мы видим, что товар пришел, красная линия пришел 16 марта. Активно продаваться он у нас стал 17 марта, а уже, получается, в 21 марта товара не встало, и до конца месяца товара, собственно говоря, не было. Причем мы видим, что 31 марта у нас 6 штук продалось, и одна осталась на остатке. То есть мы понимаем, что пришло 7 единиц, и из них 6 сразу же были проданы. Таким образом, мы понимаем, что у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 дней товар, 11 дней товар отсутствовал в магазине. Мы берем среднюю прибыль за за единицу изделия, которая у нас была, среднедневную прибыль, за последние 2 месяца, умножаем на 11 дней, и, собственно говоря, получаем там 280 рублей, да, мы потеряли только прибыль, мы потеряли с этой номенклатуры, с этого магазина. Понятно, что цифры измененные, в обычных условиях эти цифры упущенной прибыли очень-очень большие. Так они могут в компании достигать, в наших проектах, в наших пилотах, они колеблются, показатели там от 9 до 20-25%, то есть от ежемесячной прибыли компании, что как бы цифра абсолютно колоссальная, и мы понимаем, что ей нужно управлять. В этой цифре у нас заложен достаточно большой процент нашей эффективности. То, что мы сейчас с вами посмотрели, безусловно, работает, когда мы с вами активно и там, качественно работаем с ассортиментной матрицей, она у нас жесткая, у нас есть историчное понимание, где и когда мы вводили товар в ассортимент. К сожалению, во многих проектах такой картинки нет, тогда мы клиентам предлагаем посмотреть тот же самый процент out of stock и упущенную прибыль по товарам, которые сформировали, к примеру, 50% продаж. Для этого я зашел в АБЦ динамический анализ, задал границу группы А как 50% продаж. Вот у меня отобрал все номенклатуры, показывает там, которые входят вообще, отклассифицировали у нас все позиции компании за март месяц. Я считаю, что за 1 март считать не является корректно. Надо выбрать больше период. Соответственно, я выбираю период январь, февраль, март. Система сейчас нам точно так же классификацию произведет. Вот, и мы с вами отберем товар группы А для того, чтобы посмотреть, какая у нас по ним упущенная прибыль, какой процент out of stock. Для этого я просто выбираю группу А. Да, система мне показывает, что таких позиций у меня 751. То есть всего лишь 751 позиция по компании приносит 50% продаж вот за выбранный период январь, февраль, март. Возвращаюсь в предыдущее меню, а я получаю аналитику по этим позициям в разрезе категорийных менеджеров. Я понимаю, что у меня процент аутостока приближается к 5% по топовым позициям, и при этом объем упущенной прибыли даже с измененными данными равен почти 5 миллионам, что цифра сама по себе достаточно большая. Безусловно, я могу посмотреть, кто из поставщиков мне сгенерировал эту упущенную прибыль, да, по топовым позициям, по каким торговым маркам у меня сгенерирована упущенная прибыль. Ну и, собственно говоря, даже в рамках пилота я уже могу садиться, разбираться с поставщиками, с автозаказом, с уровнем сервиса и настраивать, не упускать эти деньги. Это первый сценарий. Второй сценарий, который я вам покажу, он отчасти похож. Да, единственное его отличие в том, что мне важно посмотреть не топ по компании, потому что не все товары одинаково хорошо продаются по магазинам. Я хочу посмотреть, как у меня выглядит упущенная прибыль по топовым позициям в конкретном магазине.
Для этого у нас есть там меню доп. Фильтров, есть рейтинг номенклатуры по магазину, да, и я в этом рейтинге задаю вопрос системе, что покажи мне все позиции, которые вошли в топ-100 в конкретных магазинах. Вот я указываю, что рейтинг меньше 101, то есть топ-100 мне нужно. Система отбирает топ-100. Да, вот она отобрала топ-100. Соответственно, я вижу теперь, какой у меня процент аутостока и какая упущенная прибыль по товарам, которые вошли в топ-100 в каждом конкретном магазине. Чтобы более подробно с ними поработать и сразу иметь, грубо говоря, документ, который, на основании которых я буду проводить и свои остальные действия, я перехожу в конструктор отчетов в табличный вид. У меня выбран магазин сразу же, выбрана номенклатура, выбран показатель аутостока. Да, и я, собственно говоря, сразу вижу по магазину номер 1, что вот у него объем позиций, которые вошли в топ-100 и имели аутосток в этот период, вот они. Их не такое большое количество. По магазину 3, их тут всего не больше 10 штук. Таким образом, в ходе пилотного проекта, в ходе дальнейшего рабочего проекта компания достаточно быстро получает инструмент контроля топовых позиций, в контроля их присутствия в магазине, да, и уже на основе этого уже получает возможность зарабатывать деньги только за счет того, что ключевой товар будет находиться всегда в магазине. Спасибо за внимание. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе наших новостей. Спасибо. До свидания.